Ну что, ребят, начинаем дегустировать. Таким образом, я делал салат первый раз, я делаю его немножечко по-другому. Салат красивый, я не знаю, видите или нет. Пробуем. Ребят, салат вкусный, но для меня не хватает соли. Сейчас попробую, где вот оливка есть. Когда попадаются оливки, то на соль нормально. Но если делать оливок больше, они перебьют вкус крабовых палочек. Понимаете, вот в чем прикол? Вот. Поэтому можно добавить больше свежего огурца, я бы так вот сказал. Ребят, я не знаю. Ну уж если не твердая десятка, давайте так по-честному. Но девяточка точно есть с плюсом. Вкусно. Ну вот соли не хватает, да. Не хватает для меня соли. Вам будет нормально. Сюда еще можно добавить маринованных грибочков. Вот так вот будет вкусно-вкусно. Но, наверное, все-таки и все. А если делать какой-то салат из морепродуктов, я бы добавил сюда маринованных кальмаров или маринованных осьминожков. Они хоть резиновые немножко, но они очень вкусные, они бы придали бы такую небольшую пикантность данному салату. Поэтому, ребят, на этом все. Не бойтесь экспериментировать с продуктами питания. Не пытайтесь совмещать несовместимые продукты, но знаете, это как соль и сахар, да, вот, с одной стороны. Там кушать арбуз и запивать его там пенным, да, там пивом, или там закусывать его там какой-нибудь соленой рыбой, это несовместимые вещи. Поэтому подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, дизлайки, все может быть. Не бойтесь нажать лишний раз на какую-то кнопку. Все, ребят, до скорых встреч. Какой будет следующий рецепт, я пока не знаю. Все, пока. Так, ребят, рецепт придумал буквально на коленке. Поэтому отварная морковь нарезаю кубиками. Посмотрим, что у нас получится. Сколько класть ингредиентов решать только вам. Но если мы готовим, допустим, крабовый салат, салат с крабовыми палочками, то, соответственно, крабовых палочек должно быть много. Это же салат с крабовыми палочками. Логично? Я считаю, что да. Так, еще раз. Старость не радость. Суставы уже болят, руки не слушаются. Да, никто не думал, что так оно все будет. В небольшие это 40 с хвостиком. Ну да ладно. Так. Еще раз разрежем. Пишите в комментарии, куда планируете поехать летом. Может быть, кто-то из вас на дачу, кто-то на море.
кто-то посвятит себя рыбалке. У нас регион такой, что в принципе на рыбалку, если ехать, то ехать, наверное, осенью, потому что ну, ГЭС-то воду спустила. Сейчас пойдет мошка, комар. И вот когда только все это пройдет, да, потом тополиный пух, жара июль, или когда он там идет у нас тополиный пух. Короче, у нас климат в Волгограде в области на любителя. Но я, допустим, предпочту климат наш, волгоградский, нежели чем климат московский, питерский. У меня, допустим, проблема со сном, то есть я не могу долго уснуть, а в Питере это белые ночи. Вот. И вот для меня, я помню, приехал в Питер в командировку, для меня это, конечно, была полная жесть. Мало того, бессонница, так еще и светло. А шторы в гостинице были неплотные, соответственно, свет через них проходил достаточно хорошо. Как-то вот так вот получилось почистить яйцо, что оно просто вот развалилось. Поэтому, конечно, речи ни о каких кубиках идти не будет. Просто берем как-то вот в произвольной форме. Сейчас возьмем и яйцо просто покрошим. Это не тот рецепт, который вы делаете. Те продукты, которые сейчас на столе, это не все продукты. Сразу вам скажу. Ну, вот так вот сделаем, по сути. Ножи у меня острые, поэтому я особо не переживаю. Желток, кстати, допустим, я кладу по настроению. Потому что, видите, его особо желток и не порежешь. И многие желток стараются не класть. Ну, для сытности мы положим. Давайте мы яйцо разделим. Вот так вот. Да? Желток порубим. Ну, вот, примерно таким образом. А белок уже в этом случае мы порежем вот так. Расскажу вам такую забавную ситуацию. На самом деле это, сейчас конец июня, а ситуация произошла, в конце апреля. У меня был мастер, как девушка, блин. Для меня она девушка, потому что мне там 40 с хвостом, бои полтинник стукнуло. И вот где-то мы знались порядка 8 лет. Я ходил, хорошо стригла, но потом внутренние проблемы данного мастера, качество свело все на нет. И как мастер она устала. На самом деле это очень страшно, когда человек выгорает. Почему? То есть вы приходите, да, к мастеру, будь то это ремонт автомобилей, ремонт бытовой техники, то есть вы ходите постоянно к одному и тому же человеку. Тот же самый врач, да, терапевт, к которому вы там приписаны. И вот вы замечаете, что с каждым разом качество все хуже и хуже. А цена за услуги увеличивается. И вы думаете, а почему? Да, и вы требуете, допустим, приходите к мастеру и говорите, ребят, а почему нельзя было там убрать там масляные пятна, почему нельзя было сразу закрутить гайки или еще как-то. Тот же самый мастер, который на голове, наводит вашу красоту, скажем так, на вашей голове. Да, то есть все мы же хотим быть опрятными, красивыми. Сейчас время такое, понимаете, сейчас не то, что проснулся и пошел. Сейчас надо
сходить в душ, там, перед выходом на работу воспользоваться хорошим дорогим парфюмом. Так, кукурузка. Вот так вот. Здесь примерно полбанки. Кстати, с кукурузой я вообще не заморачиваюсь. Я взял в магазине самую дешевую, даже не бондюэль. Не из-за того, что там показать, чтобы было. Ну, я не вижу разницы между дорогой. Понимаете, по вкусу она мягкая, по вкусу она вкусная. Поэтому, ну, бывают такие моменты, что я не люблю переплачивать. Так, сейчас я покажу, как я нарезаю палочки. И уже вернемся к моменту, когда я их порежу. Потому что это займет времени определенного. И сколько их будет, я пока не знаю. Так, ну в данном случае также нарезаем, ну как бы на 4 части. И это у нас получится такие вот своеобразные, такие вот как бы кубики. Как я сказал, что звезда у нас это крабовые палочки. Поэтому, ребят, буквально через секунду вернемся. Так, следующий у нас огурец. Итак, это лишнее. Это лишнее. Сразу мы его помоем. Нарезаем кубиками. Итак, продолжаем раскрывать тему. И мастер говорит, последний раз она мне делала услугу в долг. Я немножечко в силу определенных, неопределенных, я бы сказал, обстоятельств подзатянул выплату. Но бегать я не стал, я денежку отдал. Вот, несмотря на пройденное время. И тут же говорю ей, так и так, типа, сколько будет стоить, я говорю, уже не в долг, то есть я приду с деньгами, сколько будет стоить ваша услуга, то есть надо сделать там вот это, вот это. Вот. Она говорит, то есть я отдал ей 2500 рублей, и она говорит, за это я возьму 5000. То есть 2500 и 5000, понимаете разницу? В 2 раза. Я говорю, а вы за 5000 рублей гарантируете качество? Что это будет все носиться очень долго, что будет все хорошо. Она говорит, нет. Я говорю, тогда может быть мне прийти со своим материалом, потому что как бы ее материал не зарекомендовал себя, скажем так, с хорошей стороны. Он как бы не самый дешевый, но и не самый дорогой, такая средняя цена. Она нет, только на своем, потому что мне это выгодно, я делаю накрутку на своем материале, как бы вот, ну как-то так. Я говорю, хорошо, ладно, замечательно. Не буду рассусоливать тему очень долго. Прикол в чем? На самом деле работа ее на мне стоило бы 1700, максимум 1500, бог с ним, 2000. Работа бы ее стоила. Берем помидор, кстати. И я когда начал выяснять, почему такой ценник, туда-сюда, она сказала, Владимир, понимаете, так, мякоть я вырезаю, потому что, чтобы не квасилось. Салат не квасился, потому что там кукуруза, там и так сочно получается. Вот так вот аккуратненько семена, скажем так, вырезаем. И она сказала, Владимир, неужели вы до сих пор не поняли? Когда мастер поднимает цену, он хочет избавиться от надоедливого клиента. А я говорю, понимаете, я клиент не надоедливый, я клиент требовательный. То есть, понимаете, когда вы платите за какую-то услугу, деньги с вас берут, да, там, за ремонт автомобиля, говорят, там, не знаю, там, 10 тысяч рублей. Соответственно, вы хотите за эти 10 тысяч рублей получить хорошую, качественную услугу, чтобы ваш автомобиль долго не ломался, чтобы вы в этот сервис не приехали там через 2 недели, понимаете, с такой же проблемой. Вот. Я говорю, понимаете, говорю, Надежда,
дайте мне за ваши 5000 такую качественную услугу. Она говорит, я не могу ее дать. То есть, как бы она просто захотела, чтобы я просто к ней больше не приходил. Да, но, соответственно, ну так вроде такая девушка, женщина такая вроде умная. То есть можно было бы сказать, там, Владимир, как бы все хорошо, но я не могу на основе там своих материалов, которые есть, удовлетворить именно качеством. То есть, как бы то, что я хочу, там, это требует более дорогих материалов. То есть, ну вот как-то так, понимаете? А это то, что вот надоедливый клиент. Да научитесь для начала делать нормально, понимаете? Чтобы клиент потом не ходил и не говорил, давай переделывай бесплатно. А бесплатно переделывать, а, кстати, я ее заставлял переделывать несколько раз. Бесплатно. Сейчас на секундочку прорвемся, берем другой ингредиент. А следующий ингредиент у нас, ребят, оливки. Я прям полюбил, и тем более цену, за которую я купил. И вот, продолжая вот эту вот тему, да, то есть она могла сказать, что я не могу предоставить вам то качество, которое вы от меня хотите, потому что у меня нет таких материалов, и менять я их не собираюсь. И вот тут, кстати, идет другой вопрос, понимаете, мы привыкаем к людям. То есть, с одной стороны, я к ней уже перестал ходить очень давно, к этому мастеру, понимаете? Но иногда ходил. Ну, допустим, если я раньше ходил к ней там раз в 2 недели, там, там корректировал там стрижку свою, образно говоря, то в последнее время я стал ходить к ней там раз в месяц, там, раз в 1,5 месяца, понимаете, раз в 2 месяца. А сам где-то на стороне, как говорится, да, подгуливал. То есть как-то так. И мы привыкаем. Мы привыкаем к парикмахеру, мы привыкаем к автомастеру, понимаете? Мы видим, что человек стал халтурить, делать брак. Но мы все равно к нему идем. Знаете, как говорят, ну я же знаю его 10 лет. Я эту девушку знал 8 лет примерно, понимаете? И вот это вот понятие семейный парикмахер, там, семейный врач, семейный автомастер, это вот прямой путь к тому, что вас будут накалывать на деньги, понимаете? Поэтому не надо иметь, дружить, никаких там семейный мастер и так далее. Нет, не надо. Он вас кинет на деньги. Поэтому, когда я еще заметил, что если раньше у нее там стрижка моя стоила там 300 рублей, и потом она внезапно выросла до 400, а в другом месте делают за 350, понимаете, как бы, да, вроде 50 рублей разница. Вот. У нас не Москва, поэтому не такие большие цены. Вот. Тем более у нее помещение, у нее в собственности, понимаете, она не платит аренду, она платит только коммуналку. Поэтому у нее де-факто должна быть цена ниже, потому что она сама хозяйка. И, короче, мы расстались. Не на той ноте, потому что я сам бы хотел сказать, что, как бы, ну вот, понимаете, вот, ваше качество. А у нее качество, понимаете, у этого человека, как бы, появились внутренние проблемы. Вы зайдите в любую более-менее уважающую себя парикмахерскую, там парикмахер выглядит как картинка, что клиент заходит и думает, сейчас вот и он такой же оттуда выйдет. А тут заходишь, мастер, постоянно в каких-то проблемах, в каких-то депрессниках. Я понимаю все прекрасно. На голове не пойми что. Понимаете, захотелось умылась, захотелось накрасилась, там нет, как бы и так пришла. Бывало и перегар. Понимаете, такой думаю, о, перегар, думаю, сейчас мне, блядь, нахерачит на голове. Вот. И тоже были такие моменты. Вот. Поэтому, не знаю, возьмите отпуск, да, мастер. Надежда, мастер, возьмите отпуск. Как мастер вы уже перегорели. Как бы не кромсайте людей, не портите им, допустим, волосы. Просто вот отдохните. Не знаю, там, не неделю, извините, пару месяцев. Да, вы потеряете какую-то свою клиентскую базу.
Но ничего, но работает. Сейчас вы потеряете клиентскую базу быстрее, делая брак на голове. Понимаете? Вот я вроде перестал к вам ходить, а я примерно так посчитал, что где-то в месяц, в год я вам отдавал где-то, ну, 10 тысяч как бы в год я вам отдавал, да? Вот посмотрите, я вам в год 10 тысяч, другой клиент в год еще 10 тысяч. То есть сумма-то она не маленькая получается, понимаете? Вы одному сказали, вы клиент как бы, ну, плохой. Не получается делать на отшибись. Качество подавай, да? Вы перестали делать качество, Надежда. Поэтому и мастера сменил, понимаете? Проблема как бы не во мне, а в вас изначально. От хороших людей, кстати, как и от жен и от мужей, не уходят. Понимаете, если кто-то начинает гулять налево или направо, и причем часто, то это проблема, понимаете, но редко, когда в самом человеке, что он натура такая, понимаете, он гулёна сам по себе. Таких людей очень мало. А вот когда человека просто достали, и он уже просто берет, и где-то на стороне живет с другой семьей, как бы вот это вот самое страшное на самом деле. Добавляем наши оливки. По ингредиентам у нас получается все. Вот такой вот мазик я буду использовать. На него просто была акция, поэтому я его купил. Вот. На мой майонез, который я люблю, на него не было скидки. Но я попробовал, кстати, вот этот майонез. Ну, приемлемо, в принципе. Нормально, кушать можно. Я думаю, достаточно. Сейчас я перемешаю все это тщательно. Мало будет майонеза, я добавлю еще. Поэтому вот такая красота у нас получается. Подсаливать я не буду, потому что соленые оливки, немножко соленые крабовые палочки. Вот такой у нас весенне-летний салатик. Рецепт выходит летом, поэтому можно сюда добавить также редиски по вкусу. И он будет еще вкуснее. Сейчас мы устроим коротенькую дегустацию, как говорится, и сделаем фотографию для обложки. Так, ну вот. Давайте пробовать. У меня уже прям слюни текут. Я салатов понаготовил, у меня еще вон оливье стоит в холодильнике. Я же снимаю видео одно за другим, понимаете? Это выходит они просто там раз в неделю. Там. А так-то, пока есть свободное время, я стараюсь снимать.